Глава 2441. Посланники истинного острова драконов. Темно-зеленая проекция меча метнулась вперед, и в глубине каньона раздался оглушительный грохот, после чего среди всплеска сильных пространственных колебаний появился белый пространственный разлом. Хань Ли сделал ручную печать, и черный ковчег сжался в шар черного света, прежде чем исчезнуть в его теле, после чего он и Дао Се полетели в пространственный разлом внизу. Сразу же после этого трещина медленно закрылась, и все вернулось на круги своя. Мгновение спустя в воздухе над тем местом, где только что находился черный ковчег, вспыхнули пространственные колебания, и появился огромный золотой цветок лотоса, на вершине которого стояли мужчина и женщина. Эти двое были никто иные, как дьявольские патриархи Нипан и Баахуа, и у первого был довольно болезненный вид. Похоже, он действительно пришел в наше святое царство только за тем сокровищем, о котором нам рассказывал Юань-Янь. Однако этот пространственный разлом, похоже, не ведет обратно в царство духов, вместо этого он должен привести его в царство Мохи. Это царство намного могущественнее, чем наше святое царство. Интересно, почему он идет туда, размышлял Нипан слегка хриплым голосом. Это на самом деле не имеет значения, пока он не задержится в нашем святом царстве. В противном случае, с таким непостижимо могущественным существом рядом, мы никак не смогли бы сосредоточиться на своем совершенствовании, ответил Баахуа. Это правда. Кстати говоря, мне интересно, верны ли новости, которые мы получили из царства духов. Этот человек явно только недавно достиг стадии Великого Вознесения, но все же он смог убить истинного бессмертного. Конечно, этот истинный бессмертный был ограничен властью царства, но это все равно невероятный подвиг, сказал Нипан с серьезным выражением лица. Я уверен, что не было бы никакой ошибки, связанной с такой важной информацией. Я слышал, что он смог убить этого бессмертного только после того, как был тяжело ранен многими другими могущественными существами царства духов, ответил Баахуа. Даже если так, это все равно свидетельство его силы. Чем могущественнее кто-то, тем больше спасительных козырей у него будет в рукаве. Истинный бессмертный определенно обладал бы козырными картами, которые для нас невообразимы, но в конце концов он все равно был убит. Вдобавок ко всему, я слышал, что Хань Ли получил от этого бессмертного несколько таблеток истинной души. Если бы не тот факт, что таблетки истинной души бесполезны для таких дьявольских существ, как мы, я бы поддался искушению свергнуть его любой ценой, размышлял Нипан. Конечно. Если бы вместо этого у него были настоящие дьявольские таблетки, то мы бы ни за что не позволили ему так легко покинуть наше святое царство. Если подумать, ты ведь не так уж далек от своей скорби по вознесению, верно? Как ты думаешь, сколько у тебя будет шансов на успех? Спросил Баахуа. С силой моего телосложения святой нирваны, возможно, у меня было бы 20% шанс на успех, если бы я не был тяжело ранен в той битве против королевы стволовых. Несмотря на то, что я полностью оправился от своих травм, слишком много моей основной силы было израсходовано, поэтому мои шансы сократились почти до нуля, Нипан печально вздохнул. Не будь таким пессимистом, брат Нипан. Твое тело святой нирваны является одним из 3 лучших методов очищения тела во всех мирах, так что не исключено, что это может помочь тебе преодолеть скорбь вознесения. Кстати, Хань Ли, похоже, тоже развил в себе телосложение святой нирваны. Его телосложение святой нирваны немного отличается от вашего, но нет сомнений в том, что это одно и то же искусство культивирования. Интересно, как ему удалось достичь этого телосложения, сказала Баахуа с озадаченным взглядом в глазах. Телосложение святой нирваны проистекает из самых основных дьявольских искусств, а дьявольские искусства культивирования распространены во всех мирах, поэтому неудивительно, что кто-то другой смог найти способ достичь телосложения. Однако практически невозможно на самом деле достичь телосложения с практической точки зрения. Я смог добиться успеха только благодаря множеству возможностей. Если бы мне пришлось делать все это снова, я не уверен, что смог бы это сделать. Таким образом, это действительно удивительно, что кто-то из чужой расы смог овладеть телосложением до такого продвинутого уровня, ответил Нипан с кривой улыбкой. Я был так же поражен, как и вы, когда впервые увидел, как он высвободил тело святой нирваны. Похоже, что он действительно человек с огромным состоянием. Ладно, хватит о нем. Когда мы вернемся, я планирую уйти в уединение, чтобы попытаться как можно скорее подняться в царство истинного дьявола, сказал Баахуа с серьезным выражением лица. Хорошо, мы позволим Юань-Янь позаботиться обо всем во время нашего уединения. Среди нас двоих, я думаю, у тебя больше шансов на вознесение. Вы пережили тяжелое испытание, но вы вышли на другую сторону еще более могущественным, чем были в прошлом, и вы даже достигли области духа, что, я уверен, увеличит ваши шансы на успех, сказал Нипан с оттенком зависти в голосе. Хе-хе, я, конечно, надеюсь на это. Я сейчас уйду, брат Нипан, усмехнулся Баахуа в ответ, и цветок лотоса мягко выбросил Нипана по ее приказу, прежде чем его лепестки быстро закрылись, и он улетел, как золотая проекция. Нипан испустил слабый вздох, прежде чем уйти в другом направлении, как полоса золотого света, и, таким образом, в каньон вернулись мир и покой.
Месяц спустя Хань Ли сидел рядом с высоким кленом на небольшом холме, и Даос Сюэ внезапно спросил: «Товарищ Даос Хань, вы уже заметили двух дьявольских существ великой стадии Вознесения, которые следовали за нами?» Хань Ли был несколько озадачен этим вопросом. Будучи фальшивой бессмертной марионеткой, Даос Си обладал определенным уровнем духовной природы, но он очень редко начинал разговоры. Конечно, я это сделал, и один из них мой знакомый, с которым я неоднократно общался в прошлом. Однако они не встали у меня на пути, так что мне не было необходимости признавать их. «Я понимаю», — ответил Даос Си кивком, прежде чем снова замолчать. При виде этого в глазах Хань Ли появилось задумчивое выражение, и он сказал: «Если я правильно помню, Малян назвал тебя бессмертной марионеткой, а не фальшивой бессмертной марионеткой, верно? Ты что-то от меня скрывал». «Я не уверен, что то, что он сказал, было точным, и я никогда ничего от тебя не скрывал», — бесстрастно ответил Даос Си. «Мне очень трудно в это поверить», — сказал Хань Ли, слегка нахмурив брови. «На мое тело наложено ограничение, и я могу получить доступ только к части своих воспоминаний. Только после того, как вы соберете все материалы, которые я просил, я смогу получить доступ ко всем своим воспоминаниям и предоставить вам дополнительную информацию», — объяснил Даос Се. «Хорошо, ты долгое время был моим великим союзником, так что я тебе поверю, но, пожалуйста, скажи мне правду, как только я соберу все материалы», — сказал Хань Ли. Даос Се кивнул в ответ, прежде чем снова замереть. Хань Ли бросил взгляд вдаль, затем внезапно поднял руку, чтобы вызвать серебряные весы. Сообщение, которое отличалось от предыдущего, появилось на поверхности шкалы, и брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он прочитал сообщение. «Итак, посланник истинного острова дракона встретится со мной в этом царстве в течение недели после активации шкалы». Почему они не прояснили это с самого начала, вместо того, чтобы разделить сообщение на разделы? Если подумать, то посланнику давно пора прибыть, пробормотал Хань Ли себе под нос. Как раз в этот момент рядом внезапно раздался приятный голос. Это потому, что наша истинная раса драконов разослала почти половину всех своих членов, чтобы поприветствовать гостей, которые посещают съезд фруктов Даа. Сразу же после этого над головой вспыхнули пространственные колебания, и появился зеленый дракон с 5 когтями, прежде чем превратиться в светлокожую женщину в зеленом одеянии с коротким рогом на голове. Хань Ли слегка запнулся при виде женщины. «Фея Тянь, может быть, ты посланник, назначенный для встречи со мной? Ты разочарован, увидев меня здесь, брат Хан?» — спросил Тянь Фиер со слабой улыбкой. «Хе-хе, конечно, нет, просто ты сказал мне, что являешься одним из наблюдателей на съезде фруктов Даа, поэтому я не думал, что ты будешь лично приветствовать гостей», — ответил Хань Ли, сложив кулак в приветствии. «Мы, надзиратели, всего лишь прославленные служители. Наша истинная раса драконов всегда имела очень малочисленное население, поэтому у всех надзирателей также есть дублирующие обязанности посланника», — ответила Тянь Фэйр, поджав губы. Сразу же после этого она направилась к Хань Ли, прежде чем оценить его заинтригованным выражением лица. «В чем дело, фея Тянь? Вы подозреваете, что я самозванец?» — спросил Хань Ли с озадаченным выражением лица. «Нет, просто твои силы, похоже, не сильно возросли, поэтому мне интересно, как ты смог убить этого истинного бессмертного. Кстати, многим могущественным существам уже стало известно, что вы можете обладать истинными таблетками души, поэтому некоторые из них могут нацелиться на вас по этой причине», — с улыбкой ответил Тянь Фэйр. Глава 2442. Истинный остров дракона. Я не думал, что новость об этом распространится так быстро. К несчастью для них, я уже принял одну из таблеток истинной души, а остальное продал нескольким другим существам стадии Великого Вознесения нашего Духовного Царства. Хан Ли усмехнулся в ответ. «Возможно, вы сможете обмануть среднего культиватора с таким алиби, но я не уверен, что это сработает на могущественных существах, присутствующих на съезде», — сказал Тянь Фэйр с намеком на улыбку. «Это зависит от них, верят они мне или нет. Если кто-то из них осмелится попытаться нацелиться на меня, то я позабочусь о том, чтобы им преподали хороший урок», — ответил Хань Ли с беззаботной улыбкой. Услышав это, Тянь Фэйр слегка нахмурила брови, но ее улыбка тут же вернулась, когда она сказала: «Хе-хе, похоже, ты уже хорошо подготовлена, чтобы справиться с ситуацией. Кстати, старейшина Джин из нашей расы истинных драконов слышал об истинных таблетках души, и он хотел бы встретиться с вами наедине». Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это. «Старейшина Джин? Вы имеете в виду великого старейшину Золотого Дракона, который известен как самое могущественное существо вашей расы? Не нужно беспокоиться, товарищ Даос. Конвенция о плодах Даа всегда была хорошей возможностью для могущественных существ обменяться сокровищами. Старейшина Цзинь очень заинтересован в истинных пилюлях души, но он не собирается форсировать сделку. Если ты не хочешь торговать оставшимися таблетками истинной души, то тебе и не нужно этого делать», — сказал Тянь Фэйр.
Это очень великодушно со стороны старейшины Джина. К сожалению, эти пилюли истинной души чрезвычайно важны для моей скорби вознесения, поэтому, даже если у меня есть немного в запасе, я не собираюсь их продавать», — сказал Ханли, покачав головой. Тянь Фэйр, казалось, уже предвидела этот ответ, и она сказала: «Не спеши отказываться, брат Хань. Старейшина Цзинь попросил меня сказать вам, что то, что он предлагает для обмена, даже более ценно, чем истинные пилюли души, когда дело доходит до бедствия Вознесения. Как вы знаете, мы, истинные драконы, отличаемся от обычных живых существ, и мы не очень заинтересованы в восхождении в царство истинных бессмертных. Таким образом, некоторые чрезвычайно ценные предметы для других могущественных существ почти бесполезны для нас. В таком случае я, безусловно, открыт для того, чтобы услышать, что может предложить старейшина Цзинь. Как насчет этого? Я приму решение о том, хочу ли я навестить старейшину Цзинь, как только прибуду на остров Истинного Дракона, решил Ханли после некоторого колебания. Я уверен, что ты не пожалеешь о том, что согласился встретиться со старейшиной Цзинь, брат Хань. Кроме того, если сделка состоится, разнесется слух, что вы передали свои пилюли истинной души нашей истинной расе драконов, и тогда никакие другие могущественные существа не будут преследовать вас», — сказал Тянь Фэйр с улыбкой. «Хе-хе, это действительно звучит заманчиво», — усмехнулся Ханли. Сказав все, что нужно было сказать об истинных таблетках души, Тянь Фэйр сменил тему. «Хорошо, нам пора отправляться в путь. Настоящий остров драконов находится недалеко от царства Махэ, но чтобы добраться туда, потребуется довольно много времени». Ханли, естественно, не возражал против этого и сразу же кивнул в знак согласия. Таким образом, Тянь Фэйр махнула рукой вверх, белая летающая карета, запряженная несколькими красными зверями, вылетела из обычного на вид облака по ее приказу. Карета была более 100 футов в длину, и она была девственно белой, как нефрит, со всеми видами красивых узоров, выгравированных на ее поверхности. 4 зверя, тянувшие карету, были гибридными существами лошади и дракона с драконьими рогами на головах и светящейся малиновой чешуей по всему телу. Это лошади драконов, которые уникальны для нашего истинного острова драконов. Они не являются исключительными в бою, но они чрезвычайно сильны и обладают удивительной выносливостью, способны бегать в течение нескольких месяцев подряд без пищи без какого-либо снижения производительности, представил Тянь Фэйр. Это очень интересно. Я видел некоторых так называемых лошадей-драконов в прошлом, но они даже не могут сравниться с этими лошадьми драконов. Эти существа, случайно, не продаются на вашем острове? Заинтригованно спросила Ханли. Хе-хе, конечно, эти низкосортные духи-звери продаются на нашем острове. Однако по некоторым особым причинам эти духи-звери могут сохранять свои уникальные желательные качества только на нашем истинном острове драконов. За пределами острова их родословная будет становиться все тоньше и тоньше, и в конце концов они ничем не будут отличаться от лошадей-драконов, ответил Тянь Фэйр. Это очень жаль, сказал Ханли, и в его глазах появился намек на разочарование. Если бы этих драконьих лошадей можно было разводить в больших масштабах, то они определенно смогли бы принести значительную пользу человечеству. Хе-хе, не нужно слишком унывать, брат Хань, на нашем истинном острове драконов есть гораздо лучшие вещи, чем эти лошади драконов, и я уверен, что вы найдете другие вещи привлекательными для вас, усмехнулся Тянь Фэйр, прежде чем взлететь к карете в небе. В таком случае, похоже, поездка будет стоить того, даже если я не получу огромный плод духовного даа, сказал Ханли, также подлетая к экипажу. Мгновением позже 4 лошади драка ускакали вдаль с летящей каретой на буксире. Экипаж двигался в чрезвычайно стабильной манере, как будто он был на плоской земле, и Ханли был весьма удивлен этим, когда посмотрел вниз на этот обычный на вид экипаж. Тянь Фэйр сразу же заметила его заинтригованное выражение лица, и она улыбнулась, объясняя: «Эта карета Духа Ветра изготовлена из типа меди духа, которая также уникальна для нашего истинного острова драконов. Мало того, что этот материал более чем в 100 раз легче обычных духовных металлов, в него можно впрыснуть духовную силу, приписываемую ветру, так что это довольно замечательный материал. Я действительно с нетерпением жду возможности попасть на настоящий остров драконов прямо сейчас», — с улыбкой ответил Ханли. «В таком случае, почему бы нам не приехать туда раньше?» — сказала Тянь Фэйр, делая ручную печать, прежде чем наложить цепочку печати заклинаний на тело 4 лошадей драка. В результате от лошадей драка исходил яркий красный свет, и они резко увеличились в размерах, так как во рту у них появились толстые клыки, а глаза приобрели малиново-золотистый цвет. После их трансформации скорость 4 зверей увеличилась более чем в 2 раза, и они пролетели по воздуху в виде длинной полосы красного света с летающей каретой позади них. Несколько месяцев спустя Ханли вышел из гигантского зала, подвешенного в бескрайнем звездном небе, рядом с Тянь Фэйром, и прибыл на площадь снаружи. Наверху была гигантская зеленая луна, которая скрывала практически все небо. На самом деле, точнее было бы назвать это гигантским полусферическим островом, который был полностью окружен барьером зеленого света, и на острове было видно несколько зданий.
«Итак, это настоящий остров драконов. Это примерно то же самое, что я ожидал», — пробормотал Ханли про себя. «Наш истинный остров драконов не всегда был таким. То, что вы видите здесь, является результатом неустанных усилий многих поколений наших предков. Хорошо, поскольку ваш пригласительный жетон уже изучен, вы сможете бродить по острову, как вам заблагорассудится, во время фруктовой конвенции ДАА, но обязательно держитесь подальше от запретных зон, которые я описал ранее. У меня есть некоторые обязанности надзирателя, которые мне нужно выполнить, так что здесь мы расстанемся», — сказал Тянь Фэйр. «Спасибо, что привела меня сюда, фея Тянь. Иди и делай все, что тебе нужно», — кивнул Ханли. Вместо того, чтобы немедленно уйти, на лице Тянь Фэйр появился намек на улыбку, и она спросила: «Прежде чем я уйду, ты ничего не хочешь мне сказать?» «А, я должен тебе что-то сказать?» — спросил Ханли, приподняв бровь. Похоже, тогда мне придется поднять этот вопрос самому. Я дал тебе обещание в прошлом и выполняю его сейчас. Что касается того, сможете ли вы получить огромный плод Даа духа, это будет зависеть от вас», — сказала Тянь Фэйр, закатив глаза, а затем выпустила из рукава белую нефритовую полоску. Глаза Ханли загорелись, когда он взял нефритовый слип в свои руки, и на его лице появилась улыбка, когда он сказал: «Хе-хе, я благодарю тебя, фея Тянь. Хорошо, услуга, которую я вам должен, оплачена, теперь я ухожу». Тянь Фэйр отдал прощальный салют перед уходом. После ее ухода Ханли убрал нефритовый слип, прежде чем направиться к белой телепортационной формации, расположенной на углу площади. Формация была полностью оставлена без присмотра, но как только Ханли вошел в нее, из земли появилась каменная табличка высотой около 10 футов с овальной выемкой на поверхности. Ханли взмахнул рукавом в воздухе, и полоска серебристого света вырвалась вперед, прежде чем в мгновение вписаться в углубление. Это была не что иное, как серебряная шкала, подаренная ему Фань Паотзе. Как только объект вошел в углубление, вспыхнула вспышка энергетических колебаний, и телепортационная формация задрожала, когда она начала испускать пучки белого света среди слабого жужжащего звука. Ханли поднял руку, чтобы убрать серебряную чешуйку обратно в рукав, и только тогда бесчисленные руны вырвались из телепортационной формации, после чего он внезапно исчез на месте. Глава 2443. Награды. Примерно месяц спустя коллекция чешуйчатых существ с рогами на головах прогуливалась по улицам невзрачного маленького городка. В городе было также несколько других существ с чрезвычайно мощными аурами, и все они маскировали свою внешность различными способами, когда посещали магазины на главной улице в восточной части города. Что? 10 тонн металла сущности ветра. Внутри тускло освещенного магазина лавочник средних лет с коротким фиолетовым рожком на голове с удивлением смотрел на покупателя перед собой. В последнее время в его магазине резко возросло количество крупных продаж, но он все еще был ошеломлен таким массовым заказом. Покупатель, стоявший перед владельцем магазина, был окутан слоем лазурного света, который полностью скрывал его внешность, и он сказал: «У вас не так много запасов». Я слышал, что магазины на истинном острове драконов славятся своей способностью поставлять металл сущности ветра. Конечно, это не слишком много, чтобы просить. Если бы вы пришли примерно на полмесяца раньше, мы смогли бы удовлетворить ваш заказ, но на данный момент у нас есть только около 4 тонн запасов. Все остальное было куплено несколькими другими пожилыми людьми полмесяца назад, почтительно ответил владелец магазина. Было ясно, что все люди, делающие такие крупные заказы, были могущественными существами за пределами острова истинного дракона, а он был всего лишь существом среднего класса с некоторой истинной драконьей родословной в своем теле, поэтому он, естественно, не осмеливался проявлять неуважение к этим уважаемым клиентам. «Хорошо, тогда я возьму 4 тонны, которые у вас остались», — сказал клиент после короткого колебания, затем взмахнул рукавом в воздухе, чтобы освободить браслет для хранения. Владелец магазина поймал браслет, прежде чем быстро изучить его содержимое, а затем сразу же ответил: «Пожалуйста, подождите минутку, пока я попрошу кого-нибудь принести нам материалы». Сразу же после этого он вытащил диск и коротко проговорил в него. Через некоторое время в комнате за магазином вспыхнуло маленькое скрытое образование, и появился молодой дракон. Он быстро прошел в магазин, затем достал 3 одинаковых браслета для хранения лазури, которые он вручил владельцу магазина. «Пожалуйста, проверьте, правильная ли эта сумма», — сказал владелец магазина, протягивая покупательнице браслеты для хранения обеими руками. «В этом нет необходимости. Я верю в репутацию вашей расы», — сказал покупатель, принимая 3 браслета для хранения, затем немедленно удалился, не изучив их содержимое, оставив 2 драконов пялиться друг на друга в магазине. «Я не могу поверить, что он даже не удосужился осмотреть такое большое количество металла сущности ветра», — сказал молодой дракон. «Ты ничего не знаешь. Этому человеку был разрешен въезд на остров, так что он должен быть каким-то образом связан с уважаемыми истинными драконами на острове. Кроме того, могущественному существу его калибра не нужно беспокоиться о том, что его обманет такой магазин, как наш.
В противном случае он может сообщить о нас надзирателям на острове, и у нас будут большие неприятности, сказал владелец магазина, закатив глаза. Услышав это, на лице молодого дракона появилось просветленное выражение. Тем временем полоса лазурного света опустилась на гору за пределами маленького городка, а затем исчезла, открыв никого иного, как Ханли. Он снова достал 3 браслета для хранения и бегло осмотрел их содержимое, после чего на его лице появилось довольное выражение, и он улетел в другом направлении. 3 месяца спустя полоса лазурного света спустилась в обычную на вид долину в малиновом горном хребте. В центре долины это открытая платформа, на вершине которой сидели 5 мужчин и женщин в разных нарядах, в составе маленькой девочки, которая, казалось, только 7 или 8 лет, а зеленокожие пожилого мужчины, пары, которые, казалось, были в 30-е годы, и импозантный мужчина с бесчисленными серебряные узоры, вытравленные по всему телу. Полоса лазурного света приземлилась прямо в центре платформы, и Ханли появился, прежде чем взглянуть на других присутствующих, затем сел, скрестив ноги, недалеко от маленькой девочки. Остальные не были удивлены приходом Ханли, и все они продолжали сидеть в тишине. Некоторое время спустя еще одна полоса пятицветного света выстрелила вдалеке, затем появилась в воздухе над долиной, чтобы показать красивую женщину в цветастом платье. Женщина спустилась на платформу и с холодным выражением лица осмотрела окрестности, прежде чем занять место в свободном углу. Увидев это, зеленокожий пожилой человек поднялся на ноги и сказал: «Здесь присутствует достаточно людей, давайте начнем обмен. Если ни у кого нет возражений, то я пойду первым». Продолжайте, товарищ даосист, последовательность не имеет значения в таких обменах. Никто не возражал, поэтому пожилой взмахнул рукавом в воздухе, и прямоугольный каменный стол светящегося белого цвета появился в центре платформы по его указанию. Сразу после этого он перевернул руку, и около дюжины сокровищ появились на столе среди вспышки духовного света. Ханли сразу же сосредоточил свой взгляд на сокровищах и обнаружил, что некоторые из них хранились в нефритовых и деревянных ящиках, в то время как все остальные были чрезвычайно редкими сокровищами в царстве духов, а некоторые он даже не мог распознать. Я ищу насладиться года инь мозга, сёнь-юань древесины, 9 духа изумруд, и, конечно, если у вас есть любое неполное глубокие небесные сокровища, я был бы очень заинтересован, сказал пожилой мужчина, сказал, как он указал пальцем на деревянные и джейд коробки, после чего их крышки были сняты один за другим. Все остальные быстро осмотрели предмет на столе, но никто ничего не сказал. Подождав некоторое время, на лице пожилого человека появилось нетерпеливое выражение, и он сказал: «Неужели никого не интересуют предметы, которые я принес? В таком случае я уберу их подальше и позволю следующему собрату Даосу представить свои сокровища. Держись, товарищ Даос. У меня здесь есть кусок дерева сюань-юань, взгляни и посмотри, понравится ли он тебе», сказала маленькая девочка чрезвычайно нежным голосом, затем подняла руку, чтобы выпустить черный предмет. На лице пожилого человека появилось радостное выражение, когда он взял предмет в свои руки, но после краткого осмотра на его лице появился намек на разочарование. Этот кусок дерева сюань-юань немного мал и недостаточно стар. «Что бы вы хотели за это взамен?» — спросил пожилой мужчина после короткого раздумья. «Я бы хотела получить таблетку высокого зенита в обмен», — ответила маленькая девочка, указывая на одну из нефритовых коробочек на столе. «Хорошо, таблетки высокого зенита примерно эквивалентны по стоимости, так что я могу согласиться с этим», — ответил пожилой мужчина без каких-либо колебаний. Таким образом, золотая таблетка поднялась из нефритовой шкатулки по велению маленькой девочки, прежде чем полететь ей в руки. Затем она убрала таблетку и снова села. После этого мужчина из пары средних лет сказал: «Меня интересует этот нефритовый слип. Не могли бы вы обменять его на флакон с загрязненной жидкостью инь, которая похожа на костный мозг инь мириад лет?» Пожилой мужчина на мгновение задумался, прежде чем кивнуть в ответ. После этого состоялась серия обменов, и большинство предметов на столе были успешно проданы. Ханли также обменялся на материал, который не был ни металлическим, ни каменным по своей природе. Убедившись, что никто больше не хочет продолжать обмен, пожилой мужчина с довольным выражением лица убрал оставшиеся на столе предметы. «Кто хотел бы пойти следующим?» — спросил кто-то. «Если все остальные не против, я пойду следующим», — сказал Ханли, поднимаясь на ноги со слабой улыбкой. 4 месяца спустя около 100 охранников в золотых доспехах патрулировали территорию возле гигантского золотого ковчега над огромным озером. В роскошном зале на верхнем этаже ковчега Хань-Ли и пожилой мужчина в золотых одеждах сидели друг напротив друга. За спиной пожилого человека стоял никто иной, как Фан Паоцзэ, человек, который в первую очередь пригласил Хань-Ли на остров Истинного Дракона. У человека в золотом одеянии была пара пурпурных рогов, похожих на рога Фан Паоцзэ, и от него исходил внушительный властный вид. «Итак, ты настаиваешь на том, чтобы посмотреть, что я могу предложить, прежде чем решишь, хочешь ли ты обменять свою таблетку истинной души?» «Это верно, старейшина Джин. За последние несколько месяцев я объездил большую часть острова Истинных Драконов и обменялся многими драгоценными материалами с другими даосами.
Однако я не видел ничего, что могло бы сравниться с настоящей таблеткой души. Поэтому мне очень интересно посмотреть, что вы можете предложить, спокойно ответил Ханли. Этот человек в золотом одеянии был никто иной, как великий старейшина Цзинь из расы истинных драконов. Вместо того, чтобы быть недовольным этой просьбой, старейшина Цзинь просто улыбнулся и сказал: «Хе-хе, это очень понятно. На самом деле, эта таблетка истинной души не очень полезна для нашей истинной расы драконов. Я готов отдать ее своему старому другу, чтобы отплатить ему за услугу, которую я ему должен. Что касается того, что я предлагаю в обмен, я уверен, вам будет приятно это увидеть. Фань Паотзе, принеси то, что я приготовил». Глава 2444. Начало действия конвенции. Слабая улыбка появилась на лице Фан Паотзе, когда он вытащил из рукава красную нефритовую шкатулку размером с ладонь с прикрепленным к ней золотым талисманом, закрывающим большую часть коробки. Нефритовая шкатулка полетела в сторону Ханли, который взял ее в свои руки, прежде чем ткнуть в нее пальцем, после чего талисман и крышка шкатулки отлетели сами по себе, открыв 7 чешуек разных цветов, все из которых испускали удивительное духовное давление. Намек на удивление появился на лице Ханли, когда он увидел это. «Идите вперед и посмотрите поближе, товарищ Даос Хань», — небрежно сказал Фань Паотзе. Хань Ли был немного подозрителен, но он не беспокоился, что два истинных дракона будут замышлять против него заговор, поэтому он вытащил светло-голубую шкалу из коробки и взял ее в руки. Как только его пальцы соприкоснулись со шкалой, выражение его лица слегка изменилось, как будто он что-то почувствовал, и он быстро прижал шкалу к своему лбу, прежде чем закрыть глаза. Время медленно шло, и на лице Хань Ли одно за другим появлялась серия выражений, включая удивление, благоговейный трепет и даже намек на страх в конце. Только по прошествии полных 15 минут Хань Ли снял чешуйку со лба и снова открыл глаза. «Я уверен, что вы уже определили, что это за чешуйки, товарищ Даос Хань. Они совершенно бесполезны для обычного человека, но их ценность неизмерима для того, кто стремится подняться. В конце концов, не каждый день у вас есть возможность испытать чужую скорбь вознесения», спокойно сказал старейшина Цзинь. «Это, безусловно, верно, но должны быть некоторые различия в несчастьях Вознесения между настоящими драконами и существами из других рас», — сказал Ханли. «Есть небольшие различия, но во многом они похожи. Кроме того, никто не хотел бы, чтобы другие находились в непосредственной близости во время их скорби Вознесения, поэтому почти невозможно стать свидетелем такой скорби. Эта способность записывать опыт в масштабе врожденная способность, уникальная для нашей истинной расы драконов, и это не то, что может быть воспроизведено кем-либо другим. Эти весы содержат опыт как успешных, так и неудачных испытаний, и есть даже некоторые из настоящих драконов, которые погибли во время своих испытаний. Я уверен, что их значение для вас будет не меньшим, чем значение таблетки истинной души», сказал старейшина Цзинь, уверенно поглаживая свою бороду. «Это может быть правдой, но я предполагаю, что это одноразовые предметы, которые нельзя воспроизвести. Иначе ты бы не предлагал их мне так легко», сказал Ханли. «Хе-хе, как и следовало ожидать от того, кто убил настоящего бессмертного. Действительно, каждая из этих шкал может быть использована только трижды, и после 3 применений они будут уничтожены. Что касается репликации, я единственный во всей нашей расе, кто знает технику репликации. В противном случае я бы, конечно, не предлагал вам эти весы», ответил старейшина Цзинь. «Если каждую шкалу можно использовать только трижды, то они намного менее практичны, и их будет недостаточно, чтобы обменять на настоящую таблетку души», спокойно сказал Ханли. «В таком случае, как насчет того, чтобы я также бросил туда флакон сока золотой шелковицы Мириад лет? Этот сок является необходимым ингредиентом для изготовления нескольких видов легендарных таблеток, и даже на всем истинном острове драконов не так много флаконов с этой жидкостью», предложил старейшина Цзинь. «Хорошо, в таком случае я готов продолжить обмен», быстро решил Ханли, услышав это. Таблетка истинной души могла значительно увеличить силу и стабильность его души, но, с практической точки зрения, она была не так полезна для него, как переживания скорби, записанные в чешуе дракона. Кроме того, их можно было использовать несколько раз, так что они также могли принести пользу его близким, что делало их гораздо более полезными, чем настоящая таблетка души. Конечно, он не принял бы это решение так легко, если бы не тот факт, что у него все еще были 2 таблетки истинной души. Старейшина Цзинь был весьма удивлен тем, как быстро Хань Ли согласился на обмен, и он слегка запнулся, прежде чем на его лице появилось радостное выражение. «Вы прямой человек, товарищ Даос Хань, неудивительно, что Фан Паотзе решил пригласить вас только на вашу первую встречу. Я уверен, что вы получите огромную пользу во время этой конференции по фруктам Даа». Говоря это, он перевернул руку, призывая маленький золотой пузырек, который бросил прямо в Хань Ли. Хань Ли поймал флакон, прежде чем снять крышку и осмотреть его содержимое своим духовным чувством, затем кивнул, убирая его.
Сразу же после этого он перевернул руку, чтобы вызвать деревянную коробку размером с ладонь, которая полетела прямо к старейшине Цзинь. Старейшина Цзинь поднял руку, чтобы остановить деревянную коробку, и крышка сама по себе открылась, открыв золотую пилюлю. Затем он понюхал таблетку, и на его лице появилось довольное выражение. Ха-ха, это определенно настоящая таблетка для души. С помощью этого я смогу отплатить за услугу, которую я должен этому моему хорошему другу. После этого Хань Ли еще немного поговорил со старейшиной Цинь, прежде чем уйти, и его сопровождал Фань Паотзе. Я знал с первой нашей встречи, что ты необычное существо на стадии Великого Вознесения, но я не думал, что ты создашь себе такую громкую репутацию за такое короткое время, товарищ Даос Хань. Ты не только убил ту королеву стволовых деревьев, ты даже убил настоящего бессмертного сейчас. Жаль, что меня не было там ни в одной из этих битв, сказал Фан Паотзе в шутливой манере. Я смог совершить эти подвиги только благодаря огромной удаче и обширной внешней помощи. Если бы я был один, я бы ни за что не смог победить этих грозных врагов. Кстати, я должен поблагодарить вас за приглашение на эту конференцию по фруктам Даа. Похоже, я в большом долгу перед вами, сказал Хань Ли со слабой улыбкой. Ха-ха, не упоминай об этом. Я знал, что мы хорошо поладим, поэтому и пригласил тебя. Иначе я бы ни за что так не поступил, беззаботно ответил Фан Паотзе. В любом случае, участие в этом съезде принесло мне огромную пользу. Даже если мне не удастся получить плоды Даа, это стоило бы этой поездки, сказал Хань Ли с серьезным выражением лица. Я уверен, что вы должны быть вполне уверены в своей способности получить плод Даа, коллега Даос Хань. Многие могущественные существа из всех миров были приглашены на этот съезд, но немногие могут сравниться с вашей силой. Кроме того, я слышал, что Тянь Фэйр у тебя в долгу, и она одна из надзирателей за съездом, так что голос Фан Паотзе оборвался, когда в его глазах появилось многозначительное выражение. Ты слишком высокого мнения обо мне, брат Фан. Как вы сказали, на этом съезде присутствует много могущественных существ. Я, конечно, не осмелился бы сказать, что точно смогу получить плод Даа. Что касается феи Тянь, мы встречались только 2 раза в прошлом, двусмысленно ответил Хань Ли. Фань Паотзе ничего не ответил на это, но его явно не убедили. Затем он быстро перешел к другим темам разговора, которые его интересовали, а именно к битвам Хань Ли против королевы стволовых деревьев и Маляна. В этих битвах было не так уж много, чтобы скрывать, поэтому Хань Ли ответил на все вопросы Фань Паотзе. Примерно через час Фань Паотзе вернулся в Золотой Ковчег-1, в то время как Хань Ли уже нигде не было видно. Полмесяца спустя Хань Ли прижал кусочек белого нефрита к собственному лбу, сидя в чрезвычайно уединенной пещере, и одна информация за другой проносилась в его голове. Истинный лорд Фэн Юэ, достигший стадии Великого Вознесения 50 тысяч лет назад, владеющий 5 горными глубокими искусствами. Тянь Кити, достигший великой стадии Вознесения 30 тысяч лет назад, специализируется на 36 видах искусства отравления, что делает его смертельным в непосредственной близости. Мирянин Бан Руо, достигший великой стадии Вознесения 60 тысяч лет назад, достиг полного владения телосложением Асуры Ваджры и однажды убил 3 дьявольских культиваторов великой стадии Вознесения за 1 день. 3 месяца спустя официально началась конвенция о фруктах Даа. После торжественной церемонии открытия было открыто огромное пространство, которое было охвачено ограничением, уникальным для истинной расы драконов, и началась битва за плоды Даа. В густом лесу Хань Ли медленно летел примерно в 3 футах над землей. Внезапно несколько близлежащих деревьев превратились в грозных гигантов высотой в несколько тысяч футов, и они в унисон подняли руки, посылая огромное пространство зеленых молний, обрушивающихся сверху. В то же время были выпущены бесчисленные проекции зеленого кулака, угрожающие стереть в порошок все это пространство. Однако Хань Ли не удивился, увидев это, и холодная улыбка появилась на его лице, когда он топнул ногой по земле внизу. Бесчисленные полосы лазурного меча немедленно вырвались вверх, прорезая надвигающиеся молнии и выступы кулака, после чего массивный демон с 3 головами и 6 руками вырвался из леса, затем выпустил ореол золотого света своими 6 ладонями, чтобы мгновенно уничтожить остальные выступы кулака. Слабый крик удивления раздался с гигантского дерева в нескольких километрах отсюда, и демоническое существо немедленно бросило взгляд в ту сторону, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить шар темно-зеленого света, внутри которого находился маленький зеленый флакон высотой в несколько дюймов. Глава 2445. Получение плода. Затем флакон внезапно исчез в воздухе, и в следующее мгновение над лесом пронесся свирепый ветер, в то время как пятицветные духовные облака сошлись со всех сторон. Гигантское отверстие флакона внезапно появилось из облаков, а затем выпустило шквал бесчисленных темно-зеленых рун. Как только эти руны вырвались из флакона, они взорвались облаками лазурной ци, и огромная вспышка колебаний закона мгновенно обрушилась на все это пространство.
Раздался взрыв громкого грохота, и воздух слегка задрожал, когда бесчисленные деревья и тонны почвы были подброшены в воздух. В мгновение обширная область леса была вырвана с корнем, и все, что поднялось в воздух, мгновенно превратилось в порошок, достигнув 10 тысяч футов от отверстия флакона, прежде чем быть мгновенно втянутым. Все в радиусе 1000 километров было мгновенно стерто, прежде чем быть окутанным лазурным световым барьером, создавая гигантский черный бассейн, который был чрезвычайно гладким и полностью лишенным жизни, и он также быстро становился глубже. Внезапно из бассейна вырвался шар белого света, а затем превратился в массивного слона высотой более 10 тысяч футов. Слон был снежно-белого цвета и имел пару красновато-фиолетовых огненных крыльев на спине, которые одним взмахом посылали волны фиолетового пламени в сторону Хань Ли. Зрачки Хань Ли слегка сузились при виде белого летающего слона, и он немедленно указал пальцем вверх на отверстие флакона в небе, произнося заклинание. Лазурный свет снова вспыхнул внутри флакона, и что-то вылетело в мгновение ика. Внезапно белый слон издал мучительный крик, и темно-зеленая цепь появилась вокруг его тела призрачным образом, крепко связав его в мгновение ика. Гигантский слон отчаянно захлопал крыльями, когда слой белого света хлынул по всему его телу, посылая огромную силу во все стороны, но зеленая цепь отказывалась стряхиваться и только становилась все туже и толще. Раздался оглушительный рев, когда гигантский слон разлетелся вдребезги, как кусок тонкого фарфора, открыв взору монаха средних лет в белой коса с паническим выражением на лице. Он бросил взгляд на сходящуюся зеленую цепь, затем стиснул зубы, прежде чем вытащить из рукава тонкое малиновое лезвие, которым он злобно полоснул по приближающейся цепи. Вспышка малинового света взорвалась, когда в воздухе разнесся сильный вонючий запах, и в небе расцвел сверкающий малиновый цветок, окутавший все тело монаха. Однако темно-зеленая цепь осталась совершенно невредимой и легко обвелась вокруг тела монаха. В то же время поблизости появились вспышки зеленого света, прежде чем сойтись к центру, и серия зеленых торнадо поднялась в небеса, выпустив взрыв невероятной силы, который мгновенно разорвал малиновый цветок в клочья. Сразу же после этого торнадо превратились в бесчисленные лазурные лезвия толщиной с бумагу, которые устремились к монаху. Все лезвия имели темно-зеленые узоры духа по всей поверхности и испускали слабые колебания закона. Лицо связанного монаха полностью побледнело, когда он направил свое духовное чувство на эти лазурные клинки, и он поспешно закричал: «Остановись! Я уступаю и готов предложить вам свой значок Даа». Как только его голос затих, он открыл рот, чтобы выпустить серебряный значок. Хань Ли немедленно прекратил петь свое заклинание, прежде чем бросить бесстрастный взгляд на серебряный значок. «Только один. Где остальные? Если ты не отдашь их, мне придется взять их силой». Зрачки монаха слегка сузились, услышав это, и после короткого мгновения размышления он вздохнул с кривой улыбкой. «Хорошо, я отдам тебе все свои значки Даа. Похоже, у меня не было другого выбора, кроме как полностью отказаться от участия в этом соревновании». Сразу же после этого он снова открыл рот, чтобы выпустить еще 2 серебряных значка. Сразу после того, как эти 2 значка были выпущены, под монахом вспыхнули пространственные колебания, и появилось пятицветное световое образование, после чего монах внезапно исчез на месте, оставив после себя только 3 серебряных значка и темно-зеленую цепочку. Хань Ли совершенно не удивился, увидев это, и зеленая цепочка, и массивный флакон, открывшийся в небе, исчезли по его приказу. Окружающий зеленый световой барьер и пятицветные облака в небе также исчезли, после чего с небес медленно спустился маленький зеленый пузырек. В то же время 3 серебряных значка также сами полетели в сторону Хань Ли. Хань Ли провел рукавом по воздуху, чтобы убрать флакон и значки, а затем покинул это место в виде полосы лазурного света. Мгновение спустя несколько полос света сошлись с разных сторон, затем издалека осмотрели местность своим духовным чувством, прежде чем также осторожно удалиться. Несколько дней спустя Хань Ли предстал в образе гигантской золотой обезьяны с 3 головами и 6 руками и одним ударом раздавил гигантское насекомое, на котором появился серебряный значок. Хань Ли открыл рот своей центральной головы, чтобы проглотить значок, затем вернулся в свою человеческую форму, прежде чем улететь. Полмесяца спустя Хань Ли столкнулся лицом к лицу с пожилым мужчиной в желтом и женщиной в красном одеяниях над бескрайним морем в треугольном строе. В отличие от мрачных выражений лиц 2 других, Хань Ли оставался совершенно бесстрастным. Между ними был золотой кит, который был более 10 тысяч футов в длину, и его тело было изрезано ранами, в то время как его аура была едва различима, указывая, что он был на грани смерти. Судя по силе этого иллюзорного зверя, в его теле должно быть больше одного знака Даа. «Вы двое явно не намерены отступать, так что я тоже заберу ваши значки Даа», сказал Хань Ли леденящим душу голосом. «Твои силы действительно невероятны, но разве ты не недооцениваешь госпожу Хуаронг и меня? Давайте посмотрим, сможете ли вы подкрепить свое высокомерие», холодно хмыкнул пожилой мужчина в желтом. Как только его голос затих, он сделал хватательное движение обеими руками, призывая гигантский черный меч и зеленую пагоду.
Черный меч немедленно вызвал мощную черную песчаную бурю, в то время как зеленая пагода раздулась до размеров горы, прежде чем слои ослепительного света устремились к Ханьли со дна. Тем временем женщина в красном сделала ручную печать, и вспышки малинового пламени вырвались из ее тела, когда она превратилась в массивного малинового огненного феникса. Феникс поднял голову и издал чистый крик, затем энергично взмахнул крыльями и устремился к Ханьли, как море обжигающего пламени. В ответ Ханьли поднял руку, чтобы призвать свои 3 крайние горы, которые образовали защитный барьер перед ним, затем перевернул другую руку, чтобы освободить маленький зеленый флакон, который он подбросил в воздух, произнося заклинание. Месяц спустя несколько старейшин истинной расы драконов стояли на платформе в таинственном пространстве, бросая взгляды в определенном направлении. Внезапно с того направления вырвалась полоса лазурного света, быстро поднялась над платформой и опустилась перед старейшинами. Приземлившись на платформу, Ханьли бросил взгляд на старейшину Дзиня со слабой улыбкой на лице. «Ха-ха, как и ожидалось, ты первый человек, собравший достаточное количество значков и прибывший на платформу Даа, товарищ даосист Хань», — усмехнулся старейшина Дзинь. «Вы слишком добры, старший Дзинь. Мне очень повезло, что я смог так быстро собрать эти значки Даа. Пожалуйста, изучите значки, чтобы убедиться, что их достаточно», — ответил Ханьли, взмахнув рукавом в воздухе, выпустив более 100 серебряных значков, все из которых завис в воздухе перед группой старейшин. Старейшина Цзинь окинул своим духовным чувством значки, прежде чем быстро одобрительно кивнуть. «Здесь 108 значков, достаточно для огромного плода Даа Духа. Старейшина Фэн, принеси плод Даа для товарища Даоса Хана». Одетый в белое, старейшина кивнул в ответ, прежде чем вытащить из рукава шкатулку из чистого белого нефрита, затем снял крышку, открыв красновато-фиолетовый фрукт размером с кулак. Плод был прозрачен, как кристалл, и испускал неописуемый ароматный аромат. Даже легкое дуновение плода издалека поразило Ханьли, мгновенно повысив бдительность, и он принял нефритовую шкатулку, прежде чем оценить фрукты внутри напряженным взглядом. Как и ожидалось от плода духа номер 1 во всех сферах, это действительно необыкновенное творение природы. Хе-хе, я уверен, что вы уже знаете о действии этого фрукта, поэтому я не буду утомлять вас объяснениями. К сожалению, этот фрукт можно употреблять только 1 раз в жизни. В противном случае мы бы ни за что не согласились провести этот съезд. Кстати, длительное воздействие вредно для огромного плода Даа Духа, поэтому, пожалуйста, уберите его как можно скорее, дружелюбно предупредил старейшина Цзинь. «Спасибо за совет, старший Цзинь, но в этом нет необходимости», сказал Ханьли с улыбкой, прежде чем вытащить фрукт из коробки, а затем проглотил его несколькими быстрыми глотками. Все старейшины смотрели на это с ошеломленным выражением лица, в то время как Ханьли несколько раз причмокнул губами, казалось бы, желая большего.